Привет, друзья! Эта презентация должна быть особенно интересна дизайнерам интерьера и архитекторам. Зовут меня Петр Агарышев, собственник и исполнительный директор компании Петробетон. Но я в этой презентации постарался все сделать так и постараюсь занять такую позицию, как будто я дизайнер интерьера и независимый эксперт с докладом по бетону, как будто вы меня отправили, я все изучил, упаковал и в понятном виде вам все расскажу, отвечу на самые популярные вопросы, которые вообще в этой теме встречаются, потому что мы в работе очень много взаимодействуем с дизайнерами интерьера и хорошо понимаем, какие вопросы могут быть. Для чего эта презентация, если в двух словах? Наверняка все мы сталкивались, вот такая типичная ситуация, когда ты хочешь первый раз что-то заказать, такой думаешь, ну надо мне сейчас, я позвоню, проконсультирую, звонишь и начинаешь как бы задавать вопросы, как-то взаимодействовать, а с тобой так разговаривают, типа, вы что, не знали, что ли? Металл, когда варишь, нагревается, его прогибает, допуски есть, все нормально, ГОСТы. Что, это же металл, это же сварка? Или там... Это же бетон, вы что, не знали, поры там туда-сюда. Вот я хотел бы, чтобы с вами в теме бетона такого не произошло никогда, чтобы ответить на все вопросы, дать достаточно информации о материале, чтобы вы смогли помогать клиенту принимать взвешенное решение, надо ему бетон, не надо бетон. Потому что есть такие клиенты, которым бетон противопоказан. И дать понимание, каким бывает бетон, внешний вид, особенности, нюансы, проявления. И, конечно, немножко поговорим про суть бетона. И вот такой состав презентации, если более подробно. То есть мы поговорим про показатели, чтобы в них немного разбираться, про самые важные, конечно. Про то, почему бетон не всем подходит, и мы это понимаем. Особенности бетона как материала, какие у него бывают нюансы, технологии изготовления и как они выглядят уже в изделии. Немножко про монтаж, преимущества бетона перед другими материалами. И в конце я постарался сделать классный чек-лист по выбору подрядчика. Вот, поехали. Значит, этот слайд я буду говорить как... Там будет несколько слайдов, где я буду говорить как Петробетон. Вот, но постараюсь большую часть, конечно, как независимый эксперт. Значит, у нас производство 1400 квадратов, 48 проектов в месяц мы отправляем в среднем. Это примерно 80 изделий, потому что в одном проекте по несколько изделий. Вот. Мы участники, значит, «Дачный ответ», «Квартирный вопрос», эксперты в host.ru, в Concrete Cooperation, такая международная ассоциация бетонщиков. И давайте пройдемся по нескольким важным понятиям, что такое бетон, что не бетон и с чем бетон часто сравнивают еще, какие альтернативы бывают, да? В общем, микроцемент и микробетон. Важно понимать, что это штукатурка, которая наносится на каркас из МДФ. Вот. Ну и со всеми вытекающими отсюда. То есть коэффициент расширения разный, потенциально она рано или поздно имеет шанс отвалиться, так скажем. Да? Вот. Акриловый камень. Тут все с этим работали, просто важно, чтобы все понимали, что его еще называют искусственный камень. К камню он никакого отношения не имеет, это пластик. Вот. Кварцевый агломерат – это кварцевый песок, разные другие минералы, которые заливаются полиэфирной или эпоксидной смолой. В принципе, очень практичный, но не очень экологичный материал. Вот. Натуральный камень, тоже все знают. Гранит, мрамор и многие другие. В общем, тут нечего сказать. Еще про важные понятия. Цемент и бетон – это разные вещи. Цемент – это клей, который мы используем в бетоне, а бетон – это, собственно, материал, из которого мы делаем изделие, уже сама смесь, так скажем. Что такое бетон, если простыми словами? Это песок, щебень, цемент в качестве клея, минеральные и органические добавки, органических не более 2% от общей массы. Армирование – это, как правило, стеклофибра или по-другому кварц, диоксид кремния. И, конечно же, вода. Вот, это если простыми словами, но секрет бетона в том, чтобы эту смесь очень грамотно скомпоновать, очень правильные ингредиенты выбрать, очень качественные и, в общем, очень хорошо понимать, какие процессы внутри происходят, потому что это все невероятно сложно. Большая, наукоемкая такая вещь. Немножко про размеры. Тут три, наверное, важных самых. Прочность нажатия, прочность растяжения при сгибе и твердость. Прочность нажатия. Берут кубик бетона, по определенным стандартам заливают, кладут под пресс, раздавливают и смотрят, сколько усилий нужно приложить, чтобы он начинал разрушаться, так скажем. Для сравнения, фундаментный блок для малоэтажного строительства B25 марка бетона
Хорошие качественные изделия из бетона в интерьер – это B100. Вот, то есть 100 мегапаскалей нужно такое усилие приложить, чтобы раздавить. Это не самый важный показатель, потому что он как бы важен в стройке, там, когда колонны какие-то, несущие конструкции и все такое. Но этот показатель косвенно влияет на многие другие характеристики самого бетона. Если простыми словами, в общем, чем больше прочность нажатия, тем плотнее у него структура, и, в общем, он меньше влаги в себя забирает, он дольше прослужит, хуже разрушается и, в общем, много всего такого. Ну и для сравнения, в общем, другие материалы: полистирол, сталь, сосна. Как вы видите, бетон здесь, ну, на хорошей позиции, так скажем. Второй важный показатель – это прочность на растяжение. Это то, как сложно бетонное изделие сломать. Тоже по стандарту заливается балочка, кладется под пресс, и вот на изгиб ее вот так давят. Проще говоря, в общем, чем больше прочность на растяжении при изгибе, тем больше мы можем делать там какие-то столешницы, например, отправлять их, и они доедут целыми. То есть, ну, тоже важный показатель. И это не сильная сторона бетона, к сожалению, но благодаря технологиям современным, качественным материалам, опять же, своим знаниям, классные ребята, производители научились делать достаточно хороший показатель, да, и могут делать длинные столешницы, там, 4-5 метров в длину. Значит, твердость – это то, как сложно материал царапать. Ну, есть много разных шкал, но мне нравится больше всего вот шкала Мосса. Был такой ученый, который взял за эталон несколько самых популярных в мире минералов из земной коры и расставил их по этой шкале, где там алмаз – это 10 баллов, а тальк – это 1 балл. И мы видим справа, какими предметами, материалами можно царапать тот или иной материал. Так вот, бетон находится от 5 до 7. Это зависит от нескольких факторов, от прочности, конечно, от того, вскрыт ли заполнитель какой-то, песок или нет. Вот. Ну, проще говоря, голый бетон не поцарапать монеткой. При должном усилии, если постараться, можно поцарапать ножом и гвоздем. Вот, ну, если простыми словами. Вот. Супер классный бетон, который там тыраться, вскрыт заполнитель, ну, даже гвоздем будет сложно поцарапать. Вот. Ну, в общем, да, вот так можно ее понимать. Дальше. Это структура бетона под микроскопом. Вот. И вы, наверняка слышали такое, что бетон – пористый материал. Часто это говорят. Тут важно понимать, что это речь не про те поры, которые мы видим невооруженным взглядом. Да, это пузырьки воздуха, их поры называют. Но речь про то, что в структуре очень много пространства пустого, так скажем. Да? Вот мы видим на фотографии такие пещеры. Ну, к слову сказать, это очень хреновый бетон на фотографии. Хороший, там, 100 мегапаскалей, он по-другому выглядит. Но суть вот такая примерно. И это определяет то, что бетон легко пачкается водой, смешанной с какими-то загрязнителями, и сложно очищается. Вот. Но потребительские ожидания, рынок диктует бетонщикам совсем другое. Все хотят, чтобы легко было ухаживать, он не пачкался и так далее. Поэтому во всем мире, и мы в том числе, конечно, бетон покрывают лаком, специальным лаком. И лак, как любой полимер, достаточно легко можно поцарапать твердым предметом. То есть у него, если говорить про шкалу Мосса, да, то он, конечно, далеко там не на 5 баллах находится, а меньше. То есть монеткой, ну, монеткой, конечно, сложно поцарапать. Что точно нужно покрывать, что точно всегда покрывается лаком, это все, что идет на кухню и ванную комнату. То есть столешницы, островы, раковины, душевые поддоны и так далее. Остальное по желанию. И зависит, конечно, от нагрузки, так скажем, химической, которая будет происходить. Там журнальный столик можно покрывать, можно не покрывать, подоконники тоже. Стеновые панели, плитку, ну, вообще смысла большого нет покрывать, потому что за ней уход достаточно простой, нагрузки никакой химической нету и так далее. Торговое оборудование, ступени, да. И пару слов я скажу про как Петробетон. Мы за 6 лет работы перепробовали огромное количество лаков, которые есть на российском рынке. Я думаю, что вообще вот все, что можно было, мы попробовали. И некоторые попробовали зарубежные, а также знаем опыт наших коллег, друзей, которые пользуются всегда зарубежными. Здесь чудес, к сожалению, не бывает. И ну, хорошие лаки, которые соответствуют определенным там, нашим критериям, они примерно все одинаковые.
И тут важно еще понимать, что, конечно, есть суперпрочный лак, например, эпоксидный, но он очень стрёмно выглядит на бетоне. То есть видно, что это бетон, покрытый каким-то слоем чего-то. То есть очень легко идентифицировать этот лак. Он не может ложиться тонким слоем, всегда достаточно такой видимый. Да? Второй момент, он может желтеть под действием ультрафиолета. И независимо от того, что говорят производители. И, конечно, он не экологичный, да. Это тоже очень важно. Вот, поехали дальше. Ну и это положение, оно как бы определяет, что изделия из бетона, столешницы, раковины, они предполагают какое-то бережное обращение. То есть избегать механического воздействия стеклом, металлом, керамикой, протирать нейтральными моющими средствами, нельзя использовать концентрированные сильнокислотные, такие бывают в профессиональной клининге. И, конечно, нельзя использовать все, что связано с абразивом, будь то губки или средства, там утенок какой-нибудь туалетный с абразивом, ну такое нельзя. И температуру выше 150 градусов, конечно, тоже лучше избегать. Вот. По факту, что это значит? Ну, кастрюлю с вскипяченной водой, с плиты, если поставить, наверное, ничего не будет. Но если мы говорим про сковородку, у нее температура может быть градусов 800. Вот. Но, к слову сказать, от 800 градусов и даже на граните может остаться круглый такой как бы ожог, потому что там минералы, они немножко меняют свою структуру под такой температурой. По эксплуатации, то есть вот все, что я выше перечислил, как это сказывается на эксплуатации, как это на практике выглядит. Вообще внешний вид очень сильно зависит от того, насколько бережная или небережная эксплуатация. Потому что есть у нас клиенты, которые там, 4 года назад заказали столешницу, и она выглядит очень классно. Есть в нашем городе раковины, которые мы установили 4 года назад, и они тоже выглядят очень здорово. Там нету никаких ни пятен, существенных каких-то повреждений, царапин нету. Вот. Бывает такое, что там, через год, через два достаточно хорошо изнашивается там лак и так далее. Сейчас покажу. В общем, на фотографии это бетонная столешница, 1 год эксплуатации. Но я бы сказал, что достаточно бережно. Что мы видим здесь? Помимо вот каких-то мусора, пыли там, и пятнышек, которые наверняка легко протираются, есть такие темные полосочки. Это повреждение лака через, такие царапины на лаке, не очень глубокие, через которые потом легко проникает влага и жиры, все, что на кухне есть. Это впитывается в бетон, насыщает его тон, и получаются такие темные полосочки. На эксплуатацию это никак не влияет. И за 6 лет вот нашей работы мы ни разу не видели грибок. Я сейчас даже покажу свою столешницу, она еще более изношена. В общем, никаких там грибков и не развивается в бетоне вот с такими характеристиками, которые делаются для интерьера. Смотрите, вот эта столешница у меня дома 5 лет жесткой эксплуатации, абсолютно небережной. И, как мы видим, на рабочей поверхности очень сильно изношен лак, его там по факту уже вообще не осталось. И вот эта центральная поверхность, она вся напитана, получается, жирами какими-то, маслами пищевыми. Выглядит вот так вот гранжево. И мы, если говорить от лица Петробетон, то есть мы стараемся очень четко квалифицировать клиентов, показывать им вот это все, чтобы они понимали, что может быть, если будет небережная эксплуатация. И есть разные клиенты, на самом деле. Кто-то говорит: офигенно, мне так нравится, делайте. Кто-то говорит: нет, мне не подходит, я хочу, чтобы через 10 лет, через 5 лет мое изделие выглядело как в первозданном виде. Такому человеку действительно бетон не подходит. Вот. В данном случае, главное, что мне нравится, моей жене нравится, все окей. Если еще про эксплуатацию говорить, есть вот такое явление, это отложение от жесткой воды, то есть вокруг выпуска и вокруг смесителя желтоватые. Но мы уже знаем, что с этим делать, это достаточно легко исправляется, и менеджеры с удовольствием расскажут, как это сделать. То есть это очень простая задача. Вот. Есть еще вот такой нюанс. Дело в том, что правильные бетонщики используют лак на водной основе, и он паропроницаемый. И когда стоит на раковине, например, или столешнице, стоит диспенсер, мыльница, и между ними попадает вода и стоит, допустим, день или несколько дней, когда мы уберем, мы увидим такие мокрые пятна. То есть бетон в этом месте, он промок, потому что влага попала сквозь лак, и ни в коем случае нельзя их оттирать, достаточно просто передвинуть их, подержать некоторое время, иногда требуется день, иногда несколько недель, и эти пятна проходят, а через годы эксплуатации они вообще перестают появляться. В общем, это естественно, это не портит внешний вид, с этим тоже легко можно, достаточно просто переставить на какое-то время, и все проходит.
Теперь я еще немножко поговорю про особенности материала. Дело в том, что бетон – это очень сложный такой живой материал, и на внешний вид которого влияет огромное количество факторов, такие как там, температура, влажность окружающей среды, вот воздуха в цехе, качество сырья, которое мы используем, его влажность, опять же, скорость работы со смесью, качество материалов, опалубки и для матриц, которые мы используем. И как вы понимаете, не все эти факторы мы можем контролировать на 100%. Не мы, а бетонщики. Вот на 100%. Поэтому есть такие, так скажем, отклонения, которые, ну, браком, наверное, сложно назвать, потому что они часто встречаются. Я сейчас про них поговорю, а вы сами для себя решите, ну, то есть это приемлемо, брак это или не брак. В общем, микротрещины, загибы крупноформатных изделий, поры, текстура, цвет, габарит и вес. В общем, да, некоторые особенности и ограничения, так скажем. Микротрещины. Что это такое? Это такие тоненькие полосочки, которые никак не влияют на эксплуатационные характеристики, они не промокают, потому что они под лаком находятся. И это такое явление бывает только с изделиями, которые были сделаны по технологии набрызга. Я позже про нее немножко расскажу. Вот. И только на внешний вид, в общем, влияют. И будьте внимательны, если вам показывают какое-то изделие, которое было не набрызгом сделано, с такой трещиной, тут может быть опасности. Это изделие через некоторое время, трещина разойдется, если это заливное изделие. В данном случае вот эта фотография, это конкретный проект был, чаша у столешницы, и клиенту показали, он говорит, мне он подходит, бетон, все окей. Вот. Что еще? Загиб материала. В общем, тоже такое явление, которое невозможно, то есть вот даже мы постоянно обсуждаем это в сообществе бетонщиков, невозможно контролировать это на 100%, избежать, так скажем. Мы понимаем, как минимизировать, вот, но это возможно. Очень важно, чтобы подрядчики, с которыми вы работали, у них были внутренние допуски. То есть, чтобы панели, если вы заказали, или будь то столешница, да, не приехала слишком кривая, и тогда будут проблемы просто с монтажом. И это, прям проблемы. Вот. Внутренние допуски очень важны. В петробетоне 5 мм на одно изделие, если говорить про столешницы. Вот. В общем, менеджеры расскажут, если интересно. Про поры. Это про те поры, которые видимы невооруженным взглядом. Тут что? Тоже их невозможно контролировать на 100% и сделать так, чтобы вот гарантированно не было поры на всей поверхности изделия, например, да. И они могут не появляться там, где нужно, или появляться там, где не нужно. И, например, если в чаше образовалась пора, конечно, ее нужно закрыть, заремонтировать ремонтным составом. И проблема тут такая, что ремонтный состав, он немножко другой, условия гидратации другие, то есть условия затвердевания вот этого вот маленького пятнышка будет другое. В общем, надо понимать что по тону оно может немножко отличаться, и по текстуре может отличаться. И вот, к сожалению, такое бывает. Опять же, текстура – это, с одной стороны, сильная сторона бетона, это то, что отличает его от многих других материалов, и невозможно сымитировать другими материалами, да. Но с другой стороны, бывает такое, что, заказчик вот по-другому себя представлял, или там он хотел, чтобы тут была текстура, а здесь не была, например. Но вот, к сожалению, мы ее не контролируем, она по-разному себя проявляет, иногда очень неожиданно даже для нас, с нашим большим опытом. И есть еще одно ограничение с бетоном – это цвет. Дело в том, что можно научиться его классно подбирать, но это не так просто, как кажется, потому что, вот, например, краски, есть база, туда колер добавил, вот как добавил колер, так и будет цвет. В бетоне очень много влияет факторов на цвет, и нельзя получить насыщенные такие сочные цвета и черный и белый. Это вот, фундаментальная проблема, такого не бывает. И, к слову сказать, вот на данном слайде фотография, это изделие было покрашено снаружи. Есть у нас такой вот пул клиентов, которые просто не знают, из какого материала заказать изделие, которое им нужно в интерьер, определенного такого сочного цвета какого-то. И мы, конечно, делаем им и красим снаружи. Главное, чтобы заказчик был доволен. Как правило, есть какая-то стандартная палитра, из которой можно выбрать цвета. Да? Ее можно даже получить там с деком, это вообще не проблема. И да, вот так выглядит подбор цвета. То есть в данном случае это вот настоящий цвет бетона, никакой прокраски. В бетоне за цвет отвечает, помимо многих ингредиентов основных, есть еще пигмент. То есть он выполняет вот роль колера, так скажем. Да? Здесь вот именно пигментом добились такого цвета. Габариты и вес. В общем, здесь важно понимать, что бетон – это тяжелый материал, в 2 раза тяжелее воды.
То есть куб воды метр на метр на метр весит 1000 килограмм. Куб бетона весит 200. То есть в 2 раза тяжелее. И тут важно понимать, что бетонщики, которые делают изделия в интерьер, их производство, как правило, не заточено под то, чтобы делать какие-то тяжеленные или там здоровенные изделия. Вот. И вот в данном случае показываю вам ванну, которая делалась на одном месте, то есть собирался подиум, и все на этом подиуме, все циклы от начала до конца, потому что она весила 600 килограмм. И да, когда вы хотите что-то заказать, вы должны понимать, как это будет подниматься. Тоже бывают такие случаи. Правильные подрядчики, конечно, берут ответственность на себя в этом плане, либо доставку делают, либо убеждаются, что действительно изделие можно занести туда, куда предполагается оно. Дальше это стол, длина, по-моему, там 4,5 метра на 1,5, тоже 600 килограмм. И это предел, это очень большое изделие, которое нужно было транспортировать на 2000 километров в упаковке транспортной компании и потом поднимать. Вот, в общем, по моим представлениям, исходя из моего опыта, максимальные габариты 4,5 это стол на основании, да, 600 килограмм, ванна там 600 килограмм и столешница 5 метров в длину, это тоже близко к максимуму, потому что изделие больше по размеру имеет очень большой шанс сломаться в дороге или при транспортировке, или при подъеме на этаж. И дальше либо стыковать, либо изготавливать на месте, но изготовить на месте классно, красиво, это многого стоит, это очень дорого, и надо еще постараться найти подрядчика такого. По поводу стыков, то есть многие хотят, чтобы стыки были невидимыми, избалованы акриловым камнем. И тут есть несколько, так скажем, 3 проблемы. Первое – это то, что задекорировать стык действительно качественно и в тон, и чтобы текстура была неотличима, это супер высокая квалификация. У нас есть такие кадры, и были кейсы, когда мы их отправляли прямо в другой город для таких работ, но это очень дорого стоило. И мы пробовали искать, например, в Москве декоратора, и вот несколько раз это было неудачно, то есть декораторы просто не справлялись, они сами уходили и говорили, мы не можем. Вот. И вторая, так скажем, сложность, это то, что даже если сделали стык очень качественно, в тон и текстура соответствует и так далее, 2 плиты, которые по краям, текстура у них подчеркивает, что здесь должен быть шов. И последнее, это то, что материалы, которые используются для декорирования этого стыка, они не пластичные. И большой человек подошел, уперся бедром, произошел какой-то микросдвиг, и здесь образуется трещина, или от вибрации от какой-то образуется трещина, и вот ничего с ней не поделать. Поэтому важно использовать для стыков лучше всего силиконовый герметик подходит. Пластичные материалы, которые не боятся ни сдвигов, ни вибрации. И, кстати, говорить, если про петробетон, то мы научились силиконовый герметик делать стык таким образом, чтобы он был максимально в тон. Вот прям классная такая технология. Менеджеры расскажут. Вопросы монтажа, тут больше я буду говорить, конечно, от лица Петробетон. Потому что дальше я расскажу, как мы их решаем. В общем, чаще всего мы сталкиваемся с чем? Что строителям не доверяют, не сомневаются в их компетенции и так далее. Строители боятся, потому что изделие дорогое, они говорят, нет, пожалуйста, сами. И просто нужна консультация, потому что некоторые никогда не сталкивались с этим. Как мы решаем? Есть инструкции по монтажу у нас в PDF-ке, менеджеры могут отправить. В некоторых городах у нас есть проверенные подрядчики, с которыми мы давно работаем, уже не первый проект, и они классно действительно делают. И третье, мы научились эффективно искать подрядчиков в других городах по определенной технологии и давать им инструкции, и, в общем, в этом есть успешный опыт. Либо можем дать вам чек-лист по поиску подрядчиков. Вот. Позже об этом расскажу. Пару слов про то, что как монтируется. В общем, столешницы, так же как натуральный камень, приложили, померили, все хорошо, подняли, промазали клеем, положили, загерметизировали стыки. Раковины. Правильные подрядчики обязательно, если раковина подвесная, обязательно должны укомплектовать крепежом к этой раковине, потому что крепеж должен подходить, вставать, все места должны соответствовать, подготовлено все быть и так далее. Но здесь есть важный момент.
нужно понимать вес раковины и несущую способность стены. И если монтаж на подрядчиках, все окей. Если нет, если вы своими силами, то правильные, опять же, подрядчики должны убедиться, что стену, на которую вы хотите повесить, она выдержит. Ну, в общем, здесь все просто, тоже уголки поставили, прикрепили к стене, проклеили герметиком, клеем, положили раковину. Если раковина на основании, также на клей. Вот. Стеновые панели. Тут одна очень важная рекомендация: ни в коем случае не использовать клей на цементной основе. Это будет просто смерть монтажников. Вот. Но в остальном рекомендации там достаточно простые, и клеи мы можем порекомендовать, правильно подрядчики порекомендуют, вот так должен сказать. И да, 4 основные технологии, как создают бетонные изделия в интерьер: литье, набрызг, ручная укладка по модели. И литье — это когда жидкий бетон заливается как жидкость прям в такую емкость, как опалубка. И отличительные черты такой технологии в том, что такие ярко выраженные поры и достаточно большой вес, потому что стенки нужны потолще. И классно, когда поры редкие, но крупные. Это вообще очень классно выглядит. Да. Второе — это набрызг. Эта технология используется чаще всего, наверное, у таких у бетонщиков, которые со стажем, так скажем. Она чем отличается? Она позволяет делать более тонкие стенки, 20 мм, и, соответственно, изделие легче, да? И у нее более ровная такая текстура, меньше пор, и такие более они идеальные, так скажем. Это тоже набрызг, гладкая поверхность. И ручная укладка. Очень интересная технология. Как видите, она такая сильно пористая. И эта технология подходит для кашпо, стеновых панелей, для каких-то фасадов. Еще классно, когда классно смотрится раковина, например, когда смешанная технология. То есть верх и чаша набрызгом, а спереди ручная укладка и такая более пористая. В общем, классно выглядит такой бетон, его сложно сымитировать, такой внешний вид. Опять же. И ручная укладка по модели — это, по сути, как работа скульптора. То есть есть какое-то основание или каркас, на который укладывается бетон сначала с армированием, а потом лицевой слой без армирования, который уже задает такую более декоративную поверхность. И вот в данном случае, например, были такие булыжники в интерьер и сзади полочка у одного из них. Немножко про суть бетона, если мы задумаемся, то поймем, что сильные его стороны, так скажем, это то, что можно задавать ему форму, формовать. Тяжелый, прочный на сжатие, цвет, фактура, текстура. Холодный по своей сути и экологичный. Сейчас об этом поговорим. Значит, суть бетона – то, что его можно формовать. Иногда мы смотрим просто на некоторые запросы и понимаем, что из других материалов такое будет стоить гораздо дороже, чем мы можем сделать из бетона. И вот в данном случае, как пример, здесь раковина, которая – это наше видение, наша интерпретация всемирно известной работы Artwork «Молоко». Вот здесь видите другой образ. И вот сделать такое, из листовых материалов, как, например, искусственный камень, нереально. Литьевой камень, то есть вот эти акрилаты или смолы какие-то, может быть. Вопрос, опять же, тут к экологичности будет большой, вот, и так далее. Вот еще пример, очень классный, кстати. Тумба с цельно литой раковиной, это гидротехническое изделие и такое полигональное. Из листовых материалов, наверное, можно, но тут вопрос бюджета. Сколько бы ребята, которые занимаются искусственным камнем, взяли бы за такую работу. Мы, в общем, да, сделали, и очень классно получилась реализация. Значит, суть бетона тяжелый. В данном случае основание для столика, помимо декоративной функции, еще выполняет такую задает устойчивость этому столику, и это классно, когда сильные стороны проявляют себя. Прочность нажатия, ступени, панели на пол, плитка на пол, в общем, они всю нагрузку, которая на них сверху приходится, передают вниз на основание и легко переживают это. К тому же еще и на стираемость очень хорошие характеристики. Цвет, фактура, текстура – это, в общем-то, самая сильная сторона бетона. Это то, почему его любят и почему его ставят в интерьеры, заказывают. И да, тут нечего говорить, это сильная сторона. Холодный – это тоже
очень интересно, когда обыгрывают в интерьере теплый с холодным, то есть вы знаете, как классно сочетаются бетон с деревом или бетонная раковина, например, а рядом какой-нибудь ковер турецкий такой теплый, это здорово выглядит. И про экологичность, да. Все мы знаем, что в нашем современном мире практически нету экологичных материалов, точнее вообще нету экологичных материалов, которые применяются в отделке, в ремонте, в мебели и так далее. Вот, что тут может быть? Это камень, дерево и металл, например, да. Вот, самый экологичный при условии, что мы их не будем ни красить, ничем не покрывать, да. Вот. Бетон в этом плане тоже вот очень близко к ним, потому что все материалы взяты из недр земли и практически не перетерпели никаких трансформаций. Но многие возразят мне, скажут: ага, фиг ли вы лаком покрываете, лак-полимер, что вы мне тут рассказываете? Все так. Но важно тут в защиту бетонщиков я скажу, что правильные бетонщики используют лак на водной основе, полиуретановый, и он соответствует европейским стандартам. Вот VOC Complaint, есть такое обозначение у них. То есть количество испаряемых веществ из этого лака соответствует определенным стандартам. То есть лак экологичный, он допустим для того, чтобы его можно было применять в общественных местах, на кухне, в ванной комнате и так далее. В Европе в этом плане очень жесткие стандарты и современные. В России, к сожалению, они классные, все ГОСТы, СНИПы, но современных нет, вот в чем проблема. Вот. И, в общем, лак, да, важно, чтобы он был полиуретановый на водной основе. Остальные все на основе растворителей, эпоксидные, полиэфирные и так далее, это не экологично. Если для вас это важно, опять же, для некоторых это не важно. И вот пример, так скажем, такого изделия, когда бетон не сильно как бы опирается на его суть, на его сильные стороны. Да. Это кейс как раз вот именно наш Петробетон. Мы сделали дорогостоящую матрицу, начали заливать изделия, и из 5 заливок, из 5 изделий мы одно только получили целое, соответствующее требованиям заказчика. И требования были такие, что вот мы могли бы сделать там 5 из 5, но нам нужно было бы изменить немного состав, рисунок итерации или сделать другое армирование, или другую технологию, но вот техническое задание не подразумевало. Но в итоге мы потом пересогласовали и, в общем, заказ сделали. И напоследок самое, как мне кажется, сочное я оставил. В общем, это чек-лист про выбор подрядчика, независимо от того, с нами будете работать, не с нами, с бетоном или не с бетоном, вообще там с металлом. Дело в том, что я, как человек, тоже часто выбираю себе подрядчиков, и я, как руководитель в Петробетоне, мы тоже выбираем себе подрядчиков. У нас есть подрядчики там по покраске, по фрезеровке, еще по каким-то делам, и вот это мой опыт. Наверное, у каждого есть своя технология, но вот я расскажу, может, что ценное вы себе выберете. Первое, до первого контакта важно посмотреть, если сайт у ребят, работы, которые там представлены и в социальных сетях, нужно постараться понять, они настоящие, они их или нет. Самый простой способ, если их много, скорее всего, это их. Если их мало, возможно, это украденные картинки. Вот. Работаю с дизайнерами, конечно же, это важно. То есть не придется с ними ни о чем договариваться, лишних слов говорить, ничего обсуждать. Если есть раздел или об этом говорится в социальных сетях, все классно. Вот. И насколько большие они, то есть это какие-то ребята в небольшом гараже или все-таки такое производство побольше, где отстроены процессы опять, или не отстроены. Да, очень важно наличие соцсетей, потому что если хорошо развиты, если там очень много подписчиков, комментариев и так далее, то просто подрядчики начинают больше беспокоиться о своем имидже, и они побоятся там как-то некрасиво поступить с вами, потому что понимают, что можно отзыв плохой написать, потом не отделаешься и так далее. Да? Вот. Первый контакт. Что оцениваем? Есть ли квалификация по продукту? Вот это, кстати, очень важно, потому что иногда пытаются втюхать вообще любой ценой. А мне, может быть, и не нужно это вообще. Может, мне это не подходит. Вот. Второе, есть скрипт или нету, или отсебятина какая-то и каша на языке, или человек говорит как-то более-менее складно, или мы даже понимаем, что это скрипт он говорит, но это уже хорошо, они позаботились о нас, чтобы не говорить ерунду. Вот, это уже классно. Скорость ответа, то есть мы оставили заявку или позвонили, написали смс-ку, насколько быстро отвечают, это очень важный показатель. Если моментально отвечают, если там в пределах какого-то небольшого времени, там минуты, например, это супер приятно, это значит, что это либо случайность, либо действительно классно отстроены процессы внутри, и там менеджеры хорошо работают, все ответственные. Дальше смотрим, запрашиваем и смотрим, как нам отвечают на вопрос цены, да.
Либо просто там, ну, примерно, и вот вилка там гигантская, или, например, просто цену называют. Или есть все-таки чертеж, или какое-то там техническое задание с моих слов записали, да, и говорят, смотрите, вот то-то, 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 все условия перечислили, будет стоить столько-то, да. Или скинули классное коммерческое приложение, в котором все проработано. Это тоже показатель очень классный, очень хорошего уровня, когда ну, вообще вопросов не остается. О чем речь? Цена за что? Вот за это. Потом смотрим в договоре. Договор, с одной стороны, это такой вопрос юридический, многие его упускают, многие думают только о своей безопасности, да? Но если вы посмотрите внимательно, почитайте договор, то вы поймете, вообще они думали, когда договор составляли, или взяли какой-то типовой, потому что если все классно и клиенты ориентированные, в договоре обязательно будут прописаны гарантии, на что они распространяются, на что нет. Потому что вот в сложных изделиях не всегда на все одинаковая гарантия может распространяться, да? И монтаж, он чей, он за чей счет, он в каком порядке будет, прописано это или нет, или просто одно слово монтаж и все, да? Доставка, опять же, чья она, какие сроки, кто заботится, где чья ответственность, там, кто отправляет, как принимают и так далее. Вот если это все расписано в договоре, это значит, что набили шишек, позаботились о себе, позаботились о клиенте. Это важно. Контрольные точки. Если процесс производства длинный, мы сейчас заказали у подрядчиков сложное изделие из сварки цветных металлов. И ну, ребята просто пропали на 3 недели, сами не отвечают, пока им не позвонишь, они ничего не отвечают. А классно, когда в договоре прописаны контрольные точки, что вот мы начинаем, вот на этом этапе я вам покажу промежуточный какой-то результат, здесь мы отчитаемся, здесь мы созвонимся, а вот здесь мы сдадим вам изделие, сдадим так-то или так-то там, например. Это тоже классно. Или хотя бы есть устные договоренности, уже неплохо, да? Сроки. Вот как бы сроки производства всегда понятны. Но если есть, например, процесс согласования, сроки как сдвигаются, прописано это или нет, да? Если есть процесс отправки и монтажа, сроки как влияют на это, или сроки только на производство, тогда отправка, она сколько будет длиться, год или определенное количество времени, да? Монтаж, опять же, от чего зависит, как на сроки влияет монтаж. Это классно, если это прописано. Я смотрю на это всегда. Порядок оплаты тоже важно, да, ну, предоплата, доплата, почему именно так, а не по-другому, а можно по-другому, почему нет. И, опять же, касаемо там доставки, монтажа, как оплата распределяется, где чья ответственность и так далее. Порядок приемки, но это тоже очень важно, чтобы в договоре было прописано то, что в действительности будет происходить, потому что часто бывает в договоре там, ну, приняли, сдали, а на словах горы пообещали. Вот. Классно, если в договоре прописан порядок приемки, как он происходит, что в него входит и так далее. И точность тех заданий в договоре, тех заданий должно быть точно прописано, потому что потом по нему будет спрос. Ну, то есть, вот прям детально все должно быть. Если там есть какие-то железки, кто красит, чем покрашено, как сварено, что по швам, что по сопряжениям каким-то там разных материалов. Ну, в общем, вот все вот это. Дальше, процесс производства. Классно, если есть какой-то личный менеджер, которому всегда на связи, и можно спросить, а что сейчас происходит? И он честно отвечает или скидывает фотки. Это вообще супер. Вот. Ну, потом процесс приемки, как происходит. Тут нужно фокус держать и очень ответственно принимать. Вот если это фото-видеосвязь, то требует с менеджера по максимуму, прям, чтобы было полностью понятно, что это за изделие. И если это личная какая-то приемка, то ну, должен быть хороший свет. Классно оно должно стоять, можно обойти, посмотреть. В общем, все должно быть удобно. Если отправка, очень важно, чтобы была своя надежная упаковка. И второй момент, если отправка, классно, если есть безусловная гарантия целостности изделия в процессе отправки. Потому что если ее нету, тогда важно обсудить, и классно, если в договоре будет прописано, чья ответственность в процессе отправки. Потому что я сам сталкивался с таким, что отправляют, транспортная ломает, и потом я разбираюсь, и остаюсь со своими интересами, те говорят, мы отправили вам целое, всего доброго. Вот. И потом начинается вот этот рулеж транспортный, еще попробуй им докажи, да? То есть это важно. Монтаж и инструкции, классно, если они есть. Вот, в общем, классно, если монтаж есть, и какие-то инструкции, если монтаж невозможен или не нужен. Вот. Друзья.
огромное спасибо за внимание. Я постарался быть максимально полезным. Не всегда у меня получалось занимать позицию независимого эксперта, к сожалению. Тяжело абстрагироваться. Вот. Я открыт к любым предложениям, вопросам. Есть вот контакты, получается, отдел продаж по поводу проектов, заказов и так далее. И мои личные, пожалуйста. Если какие-то коллаборации, вопросы рекламы, вопросы участия в выставках и другие взаимодействия или по технологии. Счастливо!